Всем привет! Совсем скоро наступит Новый год, поэтому уже по традиции я сделаю самый дорогой новогодний стол без ограничения бюджета. Отправляемся в супермаркет, чтобы собрать праздничную корзину. Сначала зайдем в рыбный отдел. Нам нужна рыба под названием калкан. Ее плоское тело усыпано шипами. Нам ее запаковали. Отправляем в тележку. Следующими мы купим редких креветок-богомолов. Нам очень сильно повезло найти их в супермаркете, так как этот вид не выращивается искусственно, а только вылавливается в океане. Возьмем побольше. В тележку. Также мы купили небольшого осьминога. Свежие кальмары, они в 10 раз дороже замороженных. В тележку. Конечно же, дорогой новогодний стол не может обойтись без устриц. Последнее, что мы купили в рыбном отделе, это филе лосося. В мясном отделе мы забрали самый дорогой продукт – каре ягненка. Также прихватили банку красной икры, тушки перепелок, индюшиную ножку, сушеные трюфели, грибы-сморчки, сушеный чили-перец, ферментированный черный чеснок, очищенный обычный чеснок, целый ящик розмарина, мини-морковки, мини-перцы, красная смородина, помидоры черри, тимьян, шнит-лук, мини-картошка и батат, съедобные каштаны, сушеные грибы-лисички, апельсиновые чипсы, вареная свекла, целый ящик апельсинов и 3 ящика гранатов. Упаковка лимонов, репчатый лук, лук-порей, а также зелень. 2 авокадо. Консервированные артишоки, сыр бри, молоко, сливки, сливочное масло, 3 упаковки крем-сыра. Самый дорогой трюфельный майонез, самая дорогая горчица, соевый соус, кунжутное масло, острый соус, устричный соус, жестяная банка томатной пасты, грецкие орехи, мука. И в завершение отправляемся в алкогольный отдел. Купим самую красивую бутылку красного вина. Используем ее для соуса. Также для рецептов понадобится белое сухое вино. Бутылка дорогого шампанского. А также 3-литровая бутылка виски на подставке. Все, с этим набором продуктов отправляемся на кухню. Это не все, а только то, что мы смогли найти в магазине. Самые дорогие и эксклюзивные продукты находятся в этом термобоксе. Давайте его откроем. Первое, что мы видим, это морские ежи. Они очень дорогие. Внутри них должна быть икра. Следующий деликатес – это клешни здоровенного королевского краба. Также я заказал вот такого лобстера. Классика роскошного застолья. Далее фуагра. Очень жирная и дорогая утиная печень. Следующая упаковка с тунцом. Также я купил банку настоящей черной осетровой икры. Сливочное масло, сделанное из молока буйвола. 2 грамма самой дорогой специи в мире – шафран. Банка с трюфельной пастой. Стручки натуральной ванили. Мега дорогое масло белого трюфеля. Вареные раки. И последняя, самая необычная рыба – лев. Я купил 3 штуки, и по ее виду уже понятно, что она ядовитая, но в то же время съедобная, так как яд находится только в острых ее иглах. Само же мясо безопасно. Также я заметил отверстие в спине, по всей видимости ее подстрелил подводный охотник. Вот теперь у нас есть все необходимые продукты. Их суммарная стоимость составила ровно $2000. Начнем приготовление с мяса. Я разделю все каре ягненка ровно на 2 части. Итак, первый маринад будет сухим. Добавляем соль, черный перец, паприку, сушеный имбирь для придания новогоднего аромата, также корица, мускатный орех и натираем на мелкой терке 11 зубчиков чеснока. Также розмарин и тимьян.
Хорошенько перемешиваем, чтобы специи распределились. Готово. Переходим ко второму мокрому маринаду. Натираем ароматную апельсиновую цедру. И выдавливаем апельсиновый сок. Также чили-перец в виде нитей. Мускатный орех. На терке натрем свежий имбирь. Добавим кунжутное масло. Гранатовый соус. И соевый соус вместо соли. Хорошенько перемешаем мясо с маринадом. Готово. Через 5 часов можно включить электрогриль. Жарить ягнятину мы будем на буйволином масле. Это придаст необычный сливочный аромат. Можно выкладывать мясо на гриль. Через 5 минут переворачиваем. И жарим еще 5 минут. Все, первая партия мяса готова. Продолжаем жарить оставшиеся коры ягненка. Готово. А чтоб красиво его подать, распечатаем много розмарина. Из него мы сделали мега ароматную елку. По-моему, выглядит идеально. Вот теперь на нее можно подвешивать куски мяса, словно игрушки. Готово! Красиво, но все еще недостаточно празднично. Поэтому возьмем мини-картошку и нарежем ее на кружки. После чего выкладываем на решетку электрогриля. Нам нужно ее прожарить и получить красивые пригаринки. Готово! Продолжаем украшать елку. Уже красивее, но не хватает красных элементов. Поэтому добавим на елку помидоры черри. Вот теперь очень красиво. Осталась последняя деталь. Берем перепелку и выкладываем ее на гриль. Просто солим и переворачиваем. Прижмем доской, чтобы увеличить площадь корочки. И устанавливаем перепелку-гриль в качестве верхушки елки. Все, вот теперь мясо на новогоднем столе будет смотреться максимально празднично. Переходим к морепродуктам. Они будут готовиться в соусе, поэтому в кастрюлю отправляем банку томатной пасты. Полторы банки бульона. Острый соус, соевый соус, устричный соус, рыбный соус и чили-перец. В конце сок одного лимона. И ставим кастрюлю на плиту. Дольше всех готовится осьминог, поэтому отправляем его тушиться в соус на целый час. Вторым в кастрюлю отправляется лобстер. Ему нужно 20 минут на приготовление. Клешни королевского краба уже вареные, поэтому они будут находиться в соусе всего 7 минут. Остались свежие кальмары. У них мы вырываем щупальца. Достаем из них странные пластиковые кости и убираем внутренности. После чего бросаем в кипяток. Через 40 секунд достаем. И с легкостью убираем красную пленку снаружи. Уже чистых кальмаров отправляем в острый томатный соус. Им нужна всего минута на приготовление. Пришло время достать из соуса все морепродукты, чтобы они не переготовились. В кастрюле добавляем коричневый сахар.
И увариваем соус, чтобы он загустел. Готово. Выливаем его на нижний ярус огромной трехярусной этажерки. В соус выкладываем омара. Проворачиваем и выкладываем клешни королевского краба. Проворачиваем еще раз. И прямо в соус отправляем осьминога. Ну и последний проворот для кальмаров. Все, первый ярус заполнен. На второй ярус выкладываем много дробленного льда. Потому что на нем будут лежать морские ежи. Но сначала их нужно обстричь от иголок, чтобы во время трапезы никто не укололся. Итак, проворачиваем ежа на противоположную сторону и удаляем его рот. После чего вымываем внутренности ежа под проточной водой. Внутри остается только икра. Но здесь я очень сильно расстроился, так как цвет икры должен быть насыщенно оранжевый. А здесь он какой-то блеклый. Мне продали мертвых ежей за бешеные деньги, поэтому мы их просто выкинем. Для второго яруса вскрываем устрицы. И выкладываем их на лед. Также рядом разложим дольки лимона. Второй ярус заполнен. Для последнего третьего яруса нам нужна ядовитая рыба-лев. Срезаем все ядовитые шипы. После чего снимаем филе. Удаляем ребра и кожу. В итоге получаем 6 филе без костей. Нарезаем их кубиками для тартара. И отправляем в миску. Второй вид тартара будет из лосося. Поэтому срезаем жир. Отрезаем нужный кусочек. И тоже нарезаем его кубиками для тартара. В миску. Последний третий тартар будет из тунца. Нарезка здесь идентичная. Осталось сделать заправку для тартаров. Нам нужна лимонная цедра, шнит-лук, обычный лук, горчица в зернах 3 чайных ложки, чили-перец, ароматное масло белого трюфеля, соевый соус, чайная ложка меда, соль и масло авокадо. Хорошенько перемешиваем и заправляем тартары. Готово! Красиво подаем сет тартаров на третьем ярусе с помощью кулинарного кольца. И в завершении украсим все это черной икрой. На пригревенный багет намазываем сливочный сыр. И выкладываем рядом с тартаром. Все, 3 яруса морских деликатесов готово. По-моему, выглядит нереально круто. Переходим к закускам, а именно профитроли с паштетом из фуагра. Тесто для профитролей выдавливаем на противень. И отрезаем ножницами. Нужно заполнить весь противень. Готово. Отправляем в духовку. Профитроли готовы. Теперь их нужно сделать пустотелыми. Для этого ножом срезаем верхнюю часть каждого профитроля. И пальцами вынимаем сердцевину. Продолжаем. Теперь сделаем сам паштет из фуагра. Нарезаем гусиную печень на ломтики. Еще нам нужен репчатый лук и порей. Мелко их шинкуем.
Готово. Отправляем на сковородку сливочное масло, а также масло белого трюфеля. Сначала обжариваем лук. Далее фуагра. Из нее выделяется очень много жира. Осталось фламбировать. Добавляем виски в сковородку. И поджигаем. Алкоголь выгорает, а вкус виски остается. Можно снимать с плиты и перекладывать содержимое в узкую емкость. Добавляем соль, свежемолотый перец и сахар. После чего хорошенько перебиваем массу погружным блендером. Сейчас паштет горячий и жидкий, поэтому хорошенько охладим его. После чего наполняем профитроли. Готово! Сделаем ягодный соус. В блендер сбрасываем красную смородину. Добавляем сахар и соль. Покатаем об стол лимон и апельсин, чтобы разрушить структуру внутри. И разрежем напополам. Выдавливаем сок. Для богатого вкуса в соус нужно добавить красное вино. Открываем его. И выливаем к ягодам. Измельчаем все компоненты в блендере. Соус переливаем в сотейник. Его нужно уварить, чтобы он загустел. Осталось только процедить соус через сито. Косточки смородины не должны остаться в соусе. Поливаем ягодным соусом паштет из фуагра. И возвращаем шапочки на свои места. Можно выкладывать закуску на красивую трехэтажную тарелку. Получилось красиво, но это еще не все. Нужно карамелизировать грушу. Для этого нарезаем ее на небольшие ломтики. На сковородку высыпаем много тростникового сахара. Когда он превратился в карамель, добавляем грушу. Перемешиваем и получаем идеальную карамелизированную грушу. Украшаем ей профитроли. Вот теперь закуска для новогоднего стола полностью готова. Следующий на очереди запеченный калкан. Итак, на противень выкладываем артишоки, мини-морковку, мини-перцы, грибы-сморчки, лук-шалот, а также черный чеснок. Его выдерживали 4 недели при низкой температуре и высокой влажности, из-за чего он потемнел и приобрел вкус умами. На противень. Также веточки тимьяна, трюфельное масло, белое сухое вино и бульон. Остается посолить и поперчить. Сверху выкладываем нашего здоровенного калкана и делаем 3 надреза. Сейчас нужно растопленное сливочное масло и трюфельная паста. Также добавляем много соли. И перемешиваем. Поливаем рыбу этой ароматной смесью. Распределим кисточкой. Добавляем ломтики лимона. И отправляем запекаться в духовку. Через 40 минут все готово. Переносим рыбу на большой поднос. Вокруг раскладываем овощи, которые запекались вместе с рыбой. Свежий лимон и украшаем красной икрой. Немного розмарина. И основное рыбное блюдо для новогоднего стола готово. Переходим к салатам и начнем с икорного. Первым делом нужно засолить оставшийся лосось. Я добавлю укроп для аромата.
и вотру его в рыбу. Накрываем пленкой и ждем. После засолки смываем лишнюю соль и зелень с поверхности лосося. Нарезаем красную рыбу на слайсы и сразу снимаем ее с кожи. Готово. Но нам нужно получить кубики. Следующий компонент салата – запеченный батат. Убираем кожуру и тоже нарезаем его на кубики. Далее вареные яйца. Просто натираем их на терку. Готово. Спелый авокадо. Нарезаем крупными кусками. Открываем и достаем из банки консервированные артишоки. Разрезаем каждый кусочек на 4 части. Также для салата мы отварим креветок богомолов. Буквально 4 минуты. И выкладываем на доску. Рядом вареные раки. Очищаем их хвосты от панциря. И отправляем в миску. Креветку богомола легче чистить с помощью ножниц. Достаем мясо. И тоже в миску. Вынимаем из ракообразных все съедобное. По итогу получилось немного, но тем не менее все ингредиенты для салата собраны. На тарелку устанавливаем кулинарное кольцо, на дно отправляем батат, трюфельный майонез, авокадо-слой, мясо креветки богомола, мясо рака, опять трюфельный майонез, вареное яйцо, снова майонез, малосольный лосось, слой артишоков, опять яйцо, майонез и в самом конце для украшения используем целую банку красной икры. Можно поднимать кулинарное кольцо. Все, икорный салат готов. По-моему, получилось очень красиво. Следующим приготовим салат гранат. Для него нужно запечь индюшиную ножку. Посыпаем ее солью. Переворачиваем. И солим со второй стороны. Добавляем перец чили. Гранатовый соус. Сок апельсина. Веточки тимьяна. И апельсиновые дольки. Все, заворачиваем ножку в фольгу. И отправляем в духовку на 2,5 часа. Готово. Раскрываем фольгу. Получилась золотистая ножка. Снимаем с нее кожу. И отрываем куски мяса. Разрываем их на волокна. С одной ноги получилось много мяса. Теперь почистим спелый гранат. Добавляем в салат. Следующий ингредиент – съедобные каштаны. Заливаем их кипятком на 2 часа. После чего их кожура становится мягкой. И в ней можно сделать надрезы. Готово. Так нужно проделать с каждым каштаном. Перекладываем их на противень.
и запекаем в духовке. Каштаны готовы. Остается лишь снять оболочку. Это довольно просто. Внутри мягкая часть, именно она и является съедобной. Продолжаем очистку. Измельчаем каштаны. И сбрасываем в салат. Также необходимы грецкие орехи. Тоже крошим их ножом. И добавляем в миску. В качестве заправки будет трюфельный майонез. Нужна целая банка. Также чеснок, перец и соль. Осталось только перемешать. Перекладываем салат в миску с пищевой пленкой. Хорошенько трамбуем ложкой. Пленкой накрываем. И выкладываем салат в виде полусферы на тарелку. Для подачи нужно вырезать небольшой кусочек. На самый верх устанавливаем хвостик от граната, а с помощью натертой свеклы имитируем гранатовую кожуру. Готово! Для имитации белых мембран наносим майонез. И приклеиваем к нему много гранатовых семян. Салат в виде граната готов. В качестве гарнира сделаем грибную вариацию пирога питьевье. Подготовим грибы, а именно сморчки и лисички. Замачиваем их в воде. Спустя час можно их отжимать от лишней воды. И обжариваем на сливочном масле. Готово. Сюда же добавляем много свежего шпината. И обжариваем, пока он не уменьшится в объеме. Также нужно обжарить лук-шалот. И добавляем жирные сливки, чтобы соединить все компоненты в единую массу. Сюда же перец, соль, розмарин, тимьян, трюфельная паста для аромата и сушеный трюфель. Можно снимать кастрюлю с плиты. Для того, чтобы завершить начинку для пирога, осталось добавить только сыр бри. Распечатываем его. И нарезаем кубиком. Отправляем в начинку. И перемешиваем. Перекладываем всю начинку в миску с пищевой пленкой. Закрываем и охлаждаем, после чего переносим начинку на кусок слоеного теста. Убираем пленку. Смазываем тесто яйцом и сверху накрываем вторым пластом теста. Разравниваем все складки. Убираем лишнее тесто. Красиво загибаем бортик. Смазываем пирог яйцом. По центру делаем небольшое отверстие. И с помощью лезвия делаем тонкие надрезы, которые после запекания превратятся в узор. Отправляем в духовку. Спустя 1 час можно доставать из духовки. Грибной пирог питьевье готов. А на десерт мы приготовим ванильно-маковый рулет. Для того, чтобы подкрасить тесто в желтый цвет, мы используем шафран. Разбиваем 2 яйца. Добавляем коричневый сахар и сметану, соль и сода, ванильный экстракт и перемешиваем жидкую часть теста.
К муке добавляем дрожжи и со сливочным маслом перетираем муку руками. Остается добавить жидкую часть и вымешать тесто. Готово. Выкладываем на пергамент и раскатываем скалкой. Для первой начинки в миску отправляем сливочный сыр. Натираем цедру одного апельсина, карамелизированная груша и, наконец-то, стручки натуральной ванили. Достаем их из колбы. Очень ароматная штука. Всего нам нужно 3 стручка. Разрываем ванильные палочки вдоль, так как самая ароматная часть находится внутри. Соскребаем ее ножом. Этого количества хватит, чтобы наполнить всю кухню ароматом ванили. Добавляем в начинку. Осталось добавить сахар и крахмал. Перемешиваем. Сливочно-ванильно-грушевая начинка готова. Выкладываем ее на тесто. Для второй начинки замачиваем сухой мак в горячем молоке. И оставляем его на 3 часа. После чего процеживаем через сито. И отправляем в блендер. Сюда же добавим пол-банки меда. Можно включать блендер. Мак измельчится, и его будет гораздо приятнее есть. Выкладываем маковую начинку рядом со сливочной. Загибаем тесто со всех сторон. И складываем напополам. Переносим рулет в форму и убираем ненужный пергамент. Запекаем. Достаем его из духовки. Наш праздничный десерт практически готов. Осталось только украсить. В миску высыпаем сахарную пудру. И выдавливаем через сито лимонный сок. Остается все это перемешать. Получается густая белая глазурь, покрываем ей наш рулет. Украшаем апельсиновыми чипсами, веточками розмарина, ягодами смородины и палочками корицы. Все, новогодний маковый рулет готов. Осталось сделать только безалкогольный глинтвейн. Для этого мне понадобится соковыжималка, 3 ящика гранатов и 1 ящик апельсинов. Начнем с граната. Разрезаем его напополам. Сейчас я выдавлю сок из всех этих зерен всего за одно движение. Просто устанавливаем фрукт под пресс, подставляем емкость снизу и давим на рычаг. Все, мы выдавили практически весь сок. Этот пресс для фруктов очень залипательная штука. Просто какой-то антистресс. Когда стакан наполнен гранатовым соком, переливаем его в емкость побольше. Точно так же выдавливаем сок из апельсинов. Так нам нужно добыть сок из каждого фрукта на столе. Готово. Берем сок и отправляемся к плите. Его нужно перелить в кастрюлю. Добавим цедру апельсина, цедру лимона, а также пакетики со специями для глинтвейна. Суммарно 5 штук.
также оболочка палочек ванили и мед. Все это нужно прогреть, не доводя до кипения, 20 минут. Так мы сохраним максимум аромата. Можно доставать все пряности обратно, они уже отдали свой аромат. Безалкогольный глинтвейн готов. Для красивой подачи мы купили банку-диспенсер. Аккуратно переливаем в нее наш напиток. Также внутрь добавим веточку розмарина и дольки апельсина. Закрываем банку. Вот теперь наш глинтвейн выглядит максимально празднично. Все, пора выкладывать все блюда на новогодний стол. Все, самый дорогой новогодний стол стоимостью $2000 наконец-то накрыт. Мы потратили много времени на его приготовление и вложили всю душу. Напишите в комментариях, что бы вы съели из этого в первую очередь. Наконец-то пришло время попробовать на вкус каждое блюдо. Мы начнем с коры ягненка. Сухой маринад очень вкусный и явно с настроением Нового года. Попробуем кусочек ягненка со вторым маринадом. Он еще более празднично-цитрусовый. Мне нравится. Следующим пробуем лобстера. Достаем мясо и макаем в острый соус. Очень вкусно. Теперь попробуем клешни королевского краба. Просто посмотрите, сколько мяса внутри. Краб оказался еще вкуснее, чем лобстер. Давайте попробуем осьминога. Он получился очень мягким и гораздо вкуснее, чем просто вареный в воде. Следующие на очереди свежие кальмары. Замороженные кальмары обычно безвкусные, а у этого реально насыщенный вкус. Переходим на второй ярус с устрицами. Свежая устрица с запахом моря, вкусно. Наконец-то третий этаж. Сетом рыбных тартаров. Первым попробуем лососевый с черной икрой. Классический рыбный тартар. Это очень вкусно. Осталось попробовать оставшихся два. Сначала тунец. Неплохо, но хуже, чем лосось. А теперь самое интересное — тартар из рыбы лев. Я в шоке, именно этот тартар оказался самым вкусным. Пробуем профитроли с паштетом из фуагра. Да, паштет из гусиной печени определенно самый вкусный из всех. Переходим к пробе салата в виде граната. Да, орехи, индейка и гранат идеально сочетаются между собой, особенно с трюфельным майонезом. Давайте попробуем икорный салат. Он еще вкуснее и насыщеннее по вкусу, чем предыдущий. Пришло время попробовать запеченного калкана с икрой. Я хочу попробовать его в сочетании с черным чесноком. Очень вкусно, у черного чеснока очень прикольный вкус, не похожий ни на что. В качестве гарнира попробуем грибной пирог питьевье. Очень мощный вкус трюфеля и других лесных грибов с сыром бри. Осталось попробовать новогодний маковый рулет. Это, безусловно, самое вкусное блюдо на столе и, пожалуй, один из самых вкусных десертов, которые я когда-либо готовил. А запить все это можно безалкогольным глинтвейном и свежевыжатых соков.
Это лучший безалкогольный глинтвейн, который я когда-либо пил. Максимально натуральный вкус. Желаю, чтобы у каждого из вас праздничный стол был еще лучше, чем этот. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем пока!